АвтоВАЗ раскрыл подробности про Гранту 2. Известны цены, моторы, коробки комплектации и дата старта продаж. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. С момента начала разработки до выпуска предсерийного образца прошло 10 лет и потрачено 37 миллиардов рублей. Проект Гранта 2 завершен. Когда АвтоВАЗ решил заменить изначально устаревшую Гранту, прошло немало времени, и за эти годы в автомобильной индустрии произошло множество изменений. Инсайдерская информация, слухи, шпионские фото – всего этого было предостаточно. Десятилетие – немалый срок, за который можно было воплотить самые смелые идеи и создать достойное новое поколение автомобилей. Но теперь поток предложений завершен. АвтоВАЗ представил финальный предсерийный образец седана Lada Искра. Все тайны раскрыты. О модели было известно почти все еще в прошлом году, когда ее впервые показали. Однако теперь обнародованы детали, моторы, трансмиссии, комплектации и цены от 1 миллиона 200 тысяч рублей. Машина по сути готова к серийному выпуску. Сейчас собираются предсерийные экземпляры. Какими же оказались результаты десятилетней работы над новым семейством автомобилей? Долгий путь к результату. За прошедшее десятилетие автомобильный мир изменился до неузнаваемости. Многие бренды успели выпустить несколько поколений своих моделей, а Китай в то же время вывел на рынок десятки новых машин, опередив конкурентов. На фоне таких перемен логично было бы ожидать от АвтоВАЗа действительно качественного и инновационного продукта. Трамп победил. Зимой Россию и мир может накрыть самая сильная волна перемен с 90-х. Новый президент США обещает ослабление санкций и мир во всем мире. Но все далеко не так однозначно. Сейчас важно следить за теми, кто не живет в розовых очках и основывается на фактах. Хороший пример – канал Мультипликатор. Еще в феврале его автор предсказывал победу Трампа, заранее предупреждал о бешеном росте ставки ЦБ и давал точные прогнозы по ситуации с рублем и долларом. А сейчас он подробно объясняет, что будет уже зимой со вкладами россиян, ценами на жилье, военным конфликтом и к чему нужно быть готовым в 2025 году. Подписывайтесь на канал Мультипликатор и будьте готовы к следующему году лучше, чем 90% людей вокруг, ссылки в описании. Что скрывает новая Lada? Несмотря на заимствование платформы от европейской дачи Logan, в новинке появилось немало уникального. Учитывая ограничения на поставки, АвтоВАЗу пришлось многое разработать самостоятельно. Силовая конструкция автомобиля базируется на логановской платформе. Моторы и подвеска – знакомые решения, слегка доработанные. На презентации раскрыли все характеристики. Ранее ходили слухи о двигателе объемом 1,8 литра с доработанными распредвалами, но они не подтвердились. В итоге модель получила два двигателя 1,6 на 90 лошадиных сил 8 клапанов и 106 лошадиных сил 16-клапанник, 3 коробки передач, 5-ступенчатая вазовская механика, 6-ступенчатая китайская механика и вариатор от китайских поставщиков, в рекламе именуемый автоматом. Дизайн и конструкция. Lada Искра напоминает Logan своими размерами и Весту внешним видом, но в уменьшенном масштабе. Инженеры АвтоВАЗа переработали дизайн. Изменены панели, двери, бамперы, оптика и интерьер. Для производства новых запчастей заказывалась оснастка у иностранных партнеров. В итоге получился автомобиль, который нельзя назвать ни Логаном, ни Вестой. Это что-то среднее со своим уникальным характером. Базовая версия Lada Искры получит максимально упрощенную комплектацию. Во-первых, медиасистемы не будет вовсе, ее заменит аудиоподготовка. Отверстия в центральной консоли под магнитолу и пустоты в дверных картах для динамиков. Из электроники оснащены только обогрев заднего стекла, электроусилитель руля, ABS и ESP. За это можно похвалить, прогресс налицо. Кондиционера же в списке оснащения нет. Автомобиль оборудован двумя подушками безопасности для водителя и пассажира. Колеса классические черные штампованные диски, как у дешевых версий других моделей Lada. Тормоза останутся традиционными, дисковые спереди и барабанные сзади. Комплектация выглядит аскетично, без излишеств, простота в чистом виде. Такую версию уже прозвали Барабан Edition. И правда, автомобиль вызывает ностальгию по 90-м. Уровень оснащения на уровне бюджетных иномарок тех времен.
Кажется, проще было бы завести поддержанные европейские машины, чем создавать нечто подобное с нуля. Но давайте оставим сарказм и посмотрим на ситуацию объективно. Что плохого в выпуске таких простых автомобилей? На самом деле ничего. Многие крупные автопроизводители делают то же самое, выпуская простые и надежные модели для рынков развивающихся стран. Примеры можно найти у Toyota и Mitsubishi. Такие машины – это проверенная временем надежность в современной обертке. Но возникает вопрос, зачем нужна такая искра, если уже есть Гранта? Она ведь тоже простая, но еще и дешевле. АвтоВАЗ объясняет это новой платформой от Renault и использованием технологий, недоступных для Гранты. Что именно нового предложит Искра, станет ясно ближе к началу ее продаж, запланированных на середину-конец весны этого года. Пока же Гранта выглядит более выгодным вариантом. Почему появилась Искра? Этот вопрос звучит все чаще. Внешне уменьшенная Веста, внутри слегка доработанная Гранта, но дороже. Для кого и зачем была создана эта модель? Ответ кроется в необходимости завода продемонстрировать что-то новое и освоить выделенные бюджеты. Деньги потратили, адаптировали платформу слогана, запустили производство, отчетность выполнена, задачи формально решены. Таким образом, Лада Искра – это не про народный автомобиль, а скорее про громкие заявления о прорывах и новых технологиях. Мнение покупателей в этой истории играет далеко не первую роль. Стоит ли покупать новинку сразу? Эксперты советуют не спешить с покупкой первых экземпляров. Опыт показывает, что ранние модели часто требуют доработок, как это было с Ладой Вестой NG. Первые партии могут содержать временные решения, включая пластиковые детали интерьера от китайских поставщиков. Производственные недоработки становятся явными только после массовой эксплуатации. Поэтому лучше подождать год или два, пока модель пройдет проверку временем. А что вы думаете о Ладе Искре? Станет ли она достойной заменой Гранте? Поделитесь своим мнением. Ну и обещанная мною шутка. Универсальный гороскоп для всех знаков зодиака. Сегодня вас весь день будет одолевать сонливость, но ближе к ночи она пройдет.